Всем привет, друзья! На связи Пентагон. Это Пентагон Дейли. Если честно, уже пару дней не могу найти время для того, чтобы записать огромное свое видео, поэтому запишу его, постараюсь сегодня вечером. А так как биток и эфир пошли по моему, скажем так, бычьему сценарию, решил для начала записать дейли, чтобы у вас было представление того, что можно делать сегодня. И, в принципе, как можно себя повести на рынке. Так, спотовая моя покупка от 46 300 сохранена. Я ее доливал по 45 800, по 45 900. И, в принципе, сейчас есть вариант, что мы пошли по моему бычьему сценарию, но для этого нужно пробить уровень 49 тысяч и по-хорошему, конечно, закрепиться выше. Пока мы только ударились в линию сопротивления от 68 тысяч, это вот эта вот линия, давайте еще жирнее сделаю, чтобы вы ее наглядно видели, сделаю вот таким вот цветом. И мы фактически ударились вот в эту линию сопротивления и ударились в мой ордер-блок, который я отправлял вчера в публичный чат. Это, собственно, та зона, которую я ждал для возможных продаж, но как бы сижу сейчас пока в лонгах и на споте, и на фьючах откупался я по 46-100. Не так низко, конечно, как можно было взять, типа в район там 45 600, 45 800, но 46 100 тоже хорошая точка. И средняя у меня по споту 46 400 на битке. Я пока эту историю держу. Стоп можно увести в безубыток, но я пока приоритет жду. Возможно, может быть, вот этот вот пробой, ретест пробитого канала и поход к 51 тысяче, 52 тысячам на ретест пробитого большого глобального тренда вот сюда. Возможно, в ближайшие несколько дней мы это увидим. А, Плохой сценарий, но мы хорошо пробили вот эту вот всю сопротивлялку от 51 вот раз, вот это вот два, три, и фактически организовали такой клин, такой который впоследствии может дальше пробиться к верхней границе и повторить всю ту картину, которую я вам рисовал вот здесь вот, а, и отскочить наверх. Плюс очень похоже и вот на вот этот треугольник перед пампом, поэтому есть вероятность, что у нас свозят минимум там, на 52-53, а по-хорошему вообще бы сходить и еще раз на какой-то сантрале к уровню там 68-70 и на этом все, на этом закончить. Пока в краткосроке два варианта развития событий. На мелких таймфреймах уже есть медвежьи какие-то диверы, то есть вот здесь вот есть мелкий дивер, его могут отыграть к ретесту вот этого пробитого уровня, да, это к границе 46 800, 47 200, но я думаю, здесь уже есть какая-никакая трендовая линия, и думаю, проретестим этот тренд, но хотелось бы, конечно, чтобы мы его, этот тренд, не пробили, но вот как-нибудь вот так вот бы проретестили, было бы достаточно хорошо. То есть, по сути, нам нужно проретестить вот этот уровень косого сопротивления и от него уже спокойно пойти к верхней границе. И еще сразу решил зацепить эфир по эфиру, потому что тоже очень интересная история, потому что эфир пробил мое сопротивление от 4700, соответственно. И если эфир у меня пробил, то и биточек, скорее всего, тоже может пробить это сопротивление. Поэтому, видите, да, что вот этот пробой уровня 3970, он пока сохранен. Но если строить по теням линию сопротивления, то мы уперлись тоже в его какую-то верхнюю часть. Но на линейном графике этот тренд уже пробит, и, соответственно, мы уже пошли к верхней границе. Поэтому также прогнозирую возможный пробой уровня 4100. У меня есть покупка 3800. Я брал одновременно с битком
Поэтому, в принципе, пока сохраняю свой бычий настрой. И единственное, вот этот вот медвежий вымпел, который я вчера тоже в чате показывал, он меня смущал. Откровенно говоря, смущал. Что жду сейчас? Возможно, опять же, тот же самый ретест пробитого сопротивления и уход к уровням 4200, 4250. Тут будет интересные какие-то вообще дальнейшие телодвижения. Но если смотреть вот так вот на эфир, то мы находимся ровно на трендовой линии, мы проконсолидировались, разгрузились и, в принципе, по пятой волне Элиота можем идти спокойненько на 5200. То есть раз, два, три, четыре и пять поехали на на 5200. Если по битку смотреть, давай, погнали. То если по битку смотреть, то в принципе минимум, опять же, выйти на 52 плюс-минус для организования правого плеча, да, подобно вот этому сценарию, то есть когда мы сходили вот здесь на ретест, также здесь консолидировались, потом сходили на ретест, обновили лой вот здесь на 42 тысячах, поэтому от 52 я реально посмотрю, что там будет, может быть даже шортану, но не уверен пока, ничего не буду говорить. Если мы отобьемся от вот этого сопротивления канального, то можно будет, я думаю, попробовать шортануть. То есть вот если мы эту зону не пробиваем, а отскакиваем от нее, то я попробую шортануть от 52, наверное, вплоть до 40 тысяч до ретеста вот этого сопротивления, консолидация и вот примерно по этому плану выскочить наверх. Но, опять же, для меня пока еще сохранен бычий настрой. Очень крупные диверы, очень крупные. Вот здесь вот прям на дневке, прям сочно. На 3 днях прям можно хорошенько отскочить. Поэтому я пока настроен на позитив. Плюс начали расти, в принципе, в начале недели. Может быть, эту неделю сделают зеленый. И как минимум до 51 тысячи мы дойдем. Ближайшие пару дней, надеюсь, все-таки сегодня, максимум завтра я запишу большое видео, поэтому не стесняйтесь, отправляйте все криптоактивы, какие вы хотите посмотреть. Вы можете это оставить в телеграм-чате, буду смотреть. И в комментариях под YouTube. Милости прошу. Плюс еще в Инстаграме запускаю бесплатную прогонку, скажем так, мозгов. Мы прям начнем со свечного анализа, с технического анализа, с паттернов, поэтому, у кого еще нет в инсте, подпишитесь, начинаю публиковать туда различные паттерны, будете себе их сохранять. Жду от вас лайка, хорошему коммент, если вам не впадло это сделать, и на связи был Пентагон. Пока-пока.